В Монако расследуют взрыв. Пока что его классифицируют не как теракт, а как покушение. Американские переговорщики уже в Дохе, подтвердили в МИД Катара. Но прямых переговоров с Ираном не запланировано. 6 суток под завалами иорданские спасатели достали из-под обломков ребенка. Малыша доставили в больницу. НАТО усиливает военное управление на восточном фланге. В Румынии уничтожили фрагменты российского дрона, а у берегов Северной Каролины прошли совместные учения. Бензина в ближайшее время в аннексированном Крыму не предвидится. Аксенов попросил крымчан набраться терпения. В Дании археологи обнаружили крупнейшее поселение викингов. Они специализировались на производстве тканей. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Новые подробности расследования взрыва в Монако. Прокуратура сообщила, что подозреваемый действовал в одиночку. По версии следствия, мужчина подошел к жилому дому, оставил у входа пакет со взрывным устройством и некоторое время ожидал появления жильцов. Когда 3 членов семьи подошли к двери, произошел взрыв. После этого злоумышленник скрылся пешком в направлении Франции. Его продолжают разыскивать правоохранительные органы 2 стран. У нас есть мужчина, который в одиночку подошел к этому адресу и оставил пакет. Сейчас этот предмет идентифицируется, и на данном этапе я не могу сообщить больше подробностей. Вскоре после этого к двери квартиры на 1-м этаже подошли 3 ее жильцов. И в момент их приближения пакет взорвался. Полиция Монако и пожарные прибыли на место практически сразу, что позволило эвакуировать 3 пострадавших в Ниццу. 2 из них находятся в состоянии, которое оценивается как крайне тяжелое. По словам прокурора Стефана Тиба, следствие рассматривает дело как покушение на убийство и незаконное применение взрывного устройства. На данном этапе оснований квалифицировать произошедшее как террористический акт у следствия нет. Эксперты продолжают устанавливать состав и мощность взрывчатки, а место происшествия остается оцепленным. Очевидцы рассказывают, что сразу после мощного хлопка услышали крики о помощи. Сначала я не подумал, что это произошло прямо перед моим домом. Мы с матерью выглянули в окно и услышали множество криков и воплей. Тогда я спустился вниз и, завернув за угол, увидел, что на земле лежат 2 человека. По последним данным, женщина остается в критическом состоянии. Состояние мужчины стабилизировалось. Ребенок получил менее тяжелые травмы. Следствие также проверяет сообщения СМИ о том, что предполагаемой целью нападения мог стать предприниматель Вадим Ермолаев, однако официально эта информация пока не подтверждена. Стоит отметить, что это первый подобный случай в истории Монако. После взрыва у жилого дома, который власти называют беспрецедентным для княжества, с официальным заявлением выступил князь Альберт II. Он назвал произошедшее отвратительным преступлением, выразил поддержку пострадавшим и их семьям, а также заявил, что все государственные службы полностью мобилизованы. По его словам, расследование ведется в тесном взаимодействии с французскими правоохранительными органами. А безопасность жителей и гостей Монако остается главным приоритетом властей. Спецпосланник президента США Стив Уитков и Джаред Кушнер прибыли в Доху для консультаций с руководством Катара. В МИД Эмираты подчеркнули, что прямые переговоры с представителями Ирана не запланированы. При этом технические контакты по иранскому направлению продолжаются, а Катар и Оман координируют усилия по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Спецпосланник США Стив Уитков и господин Джаред Кушнер находятся здесь, в Дохе, чтобы встретиться с переговорщиками, точнее, с посредниками и катарскими официальными лицами. Обсуждаться будут все региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, включая, конечно, переговоры с Ираном, а также ситуацию в Ливане и другие региональные темы. Они прибыли сюда не для прямых переговоров с иранской стороной и не для связанных с этим встреч. В настоящий момент мы не ожидаем прибытия высокопоставленных иранских представителей. Однако, как я уже говорил, технические встречи продолжаются с момента переговоров в Люцерне и не прекращались. Наша позиция всегда была предельно ясной. Ничто не должно препятствовать свободе судоходства через пролив. Это международный пролив, который должен оставаться открытым для всех и использоваться без каких-либо ограничений. Мы полностью координируем действия с государствами региона, включая наших братьев в Султанате Оман, и ежедневно поддерживаем связь, чтобы обеспечить безопасность судоходства через пролив. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что на переговорах в Дохе Тегеран и Катар обсудят реализацию отдельных положений временного меморандума с США, включая разморозку иранских активов. При этом он подчеркнул, что в ближайшие дни Иран не планирует никаких встреч с американской стороной.
и намерен вести диалог только с катарскими посредниками. Исламская республика Иран лучше любой другой страны понимает свои обязанности и обладает всеми возможностями для их выполнения. Нет никакой необходимости во вмешательстве других. Такое вмешательство, безусловно, не будет носить конструктивный характер и лишь приведет к дальнейшему осложнению ситуации. То, что, вероятно, состоится завтра в Дохе, это обсуждение реализации положений меморандума о взаимопонимании, в том числе пункта, касающегося разблокировки замороженных иранских активов. Эти вопросы будут обсуждаться с катарской стороной. Поэтому еще раз подчеркиваю, никаких встреч с американской стороной на каком-либо уровне в ближайшие дни мы не планируем. Наша рекомендация генеральному директору МАГАТЭ заключается в том, чтобы вместо повторения политических заявлений, которые, как представляется, связаны с предвыборной кампанией, он принял меры в отношении тех, кто нес ответственность за выполнение своих обязанностей, но не исполнил их. Что касается Ормузского пролива, здесь все совершенно ясно. Это определяется как ранее существовавшей практикой, так и обязательствами, закрепленными в 5-м пункте меморандума о взаимопонимании. И, безусловно, Исламская республика Иран предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и выполнения положений 5-го пункта меморандума о взаимопонимании. Лидер Хезболлы Наим Касем отверг рамочное соглашение между Израилем и Ливаном, подписанное в Вашингтоне. В распространенном заявлении он назвал документ унижением и отказом от суверенитета Ливана. По словам Касема, соглашение не должно заменить прежние договоренности между США и Ираном. Рамочное соглашение, подписанное в Вашингтоне, это унижение, позор и отказ от суверенитета. Это соглашение не имеет силы, а вместо него должны быть реализованы положения Ирано-американского меморандума о взаимопонимании. Попытка увязать вывод израильских войск с разоружением сопротивления на всей территории Ливана — крайне опасное предложение, которое пересекает все красные линии. Напомним, рамочное соглашение между Израилем и Ливаном было подписано в Вашингтоне после нескольких дней переговоров. Документ рассматривается сторонами как первый этап урегулирования ситуации на ливано-израильской границе. Израиль заявляет, что сохранит военное присутствие на юге Ливана до полного разоружения Хезболлы. Ливанские власти, в свою очередь, рассчитывают, что соглашение приведет к выводу израильских войск, возвращению жителей в приграничные районы и восстановлению суверенитета страны. Цены на нефть снизились, однако стоимость бензина на американских заправках, по мнению Дональда Трампа, остается слишком высокой. Президент США призвал владельцев АЗС немедленно снизить цены и заявил, что в случае необоснованного завышения стоимости топлива их могут ждать серьезные последствия. Ранее Трамп также поручил Министерству юстиции проверить нефтяные компании на предмет возможного завышения цен для потребителей. Розничные продавцы бензина должны немедленно снизить цены. Они слишком высоки, учитывая, что нефть сейчас стоит $68 за баррель и продолжает дешеветь. Продавцы должны быстро отреагировать на это заявление и сделать то, что правильно – снизить цены для нашего великого американского народа. Никакого завышения цен не будет. Это абсолютно незаконно. Если продавцы этого не сделают, их ждут серьезные проблемы. Начните ориентироваться на цену около $2,50 за галлон. А Калифорнии следует прекратить взимать столь высокие налоги на бензин. Скоро налог будет выше стоимости самого топлива. Соединенные Штаты не намерены с этим мириться, как и жители Калифорнии, которых притесняют этими нелепыми налогами и собственное правительство. Президент Дональд Трамп. По оценке аналитиков Moody's Analytics, война с Ираном уже обошлась средней американской семье примерно в $1000. Экономист Марк Занди считает, что основные расходы связаны не с самой военной операцией, а с ее экономическими последствиями – ростом цен на топливо, продукты и другие товары. Наиболее ощутимым ударом стало подорожание бензина. В мае стоимость галлона достигала $4,56, а дополнительные расходы автомобилистов, по расчетам экспертов, составили около $300 на семью. Рост цен на дизельное топливо увеличил стоимость перевозок, из-за чего американцы в среднем потратили еще около $200 больше на продукты. Дополнительные расходы связаны и с повышением процентных ставок, удорожанием авиаперелетов из-за роста стоимости авиационного топлива, а также с финансированием военной операции за счет налогоплательщиков. В Moody's оценивают текущие расходы США на войну примерно в $50 миллионов в день. По словам Марка Занди, оценка в $1000 на семью является скорее осторожной, и реальные потери американских домохозяйств могут оказаться значительно выше. К схожим выводам пришли и исследователи университета Брауна, которые подсчитали, что с начала конфликта американские потребители переплатили за бензин и дизель десятки миллиардов долларов. При этом июньский опрос Gallup показал, около 2/3 жителей США заявили, что резкий рост цен на топливо серьезно сказался на их семейном бюджете. В Каракасе спасатели из Иордании спустя 6 дней после разрушительного землетрясения извлекли из-под завалов живым маленького ребенка.
Сначала с помощью поисковой камеры они обнаружили малыша под обломками, затем разрезали металлические балки и шаг за шагом расчистили проход. После этого ребенка осторожно достали, укутали в одеяло и сразу передали медикам. Первую помощь ему оказали уже в машине скорой помощи. Серия землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5 разрушила сотни зданий. По последним данным, погибли более 1700 человек, около 5000 получили ранения. Спасательные работы продолжаются. Власти Венесуэлы сообщают, что помощь в стране оказывают 30 государств, которые направили спасателей, гуманитарные грузы и поисковых собак. Китай вновь выступил за политическое урегулирование войны в Украине. Однако на этот раз Пекин более конкретно призвал Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй. По его словам, стороны должны проявить политическую волю, устранить коренные причины конфликта и прийти к всеобъемлющему и прочному мирному соглашению на основе принципов Устава ООН. Кроме того, Китай призвал соблюдать международное гуманитарное право и добиваться скорейшей деэскалации. Если конфликт будет продолжаться бесконечно, это принесет лишь еще больше страданий, приведет к еще большим разрушениям, ввергнет еще больше невинных людей в бессмысленную трагедию и сделает ситуацию еще более непредсказуемой. У конфликта нет победителей, и война не может решить существующие проблемы. Китай вновь призывает заинтересованные стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, строго соблюдать международное гуманитарное право, воздерживаться от атак на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также работать над деэскалацией, чтобы как можно скорее прекратить боевые действия. Мы призываем соответствующие стороны как можно скорее возобновить переговоры, продемонстрировать друг другу политическую волю и посвятить себя устранению коренных причин конфликта на основе полного и всестороннего соблюдения принципов Устава ООН с целью достижения всеобъемлющего, прочного и обязательного для исполнения мирного соглашения. Китай неизменно придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому вопросу, руководствуясь 4 принципами, предложенными председателем КНР Си Цзиньпином. Мы продолжаем взаимодействовать со всеми сторонами, включая Россию и Украину, и неустанно содействуем продвижению мирных переговоров. Вместе с международным сообществом Китай готов и далее играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прибыл с визитом в Сеул, где провел переговоры с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также ситуацию с северокорейскими военнослужащими, попавшими в плен в Украине во время участия в боевых действиях на стороне России. По данным южнокорейского МИД, некоторые из них по-прежнему выражают желание переехать в Южную Корею. И в случае принятия такого решения необходимые процедуры будут проведены в соответствии с законодательством страны. НАТО усиливает военное управление на восточном фланге. В приграничном эстонском городе Валга состоялась церемония передачи командования силами Альянса в Эстонии и Латвии. Теперь за них будет отвечать первый германо-нидерландский корпус со штабом в немецком Мюнстере. До этого вся группировка в странах Балтии и Северной Польши подчинялась единому штабу в польском Щецине. Создание второго корпуса должно ускорить развертывание войск и повысить готовность НАТО к возможному кризису. Сегодня мы собрались здесь, чтобы официально передать ответственность от многонационального корпуса «Северо-Восток» первому германо-нидерландскому корпусу. Это гораздо больше, чем военная формальность. Это наглядная и убедительная демонстрация единства НАТО, его готовности и нашей общей решимости защищать каждый дюйм территории стран-союзников. Сегодня творится история. Сегодня великий день для Альянса. Это важная веха для НАТО, поскольку мы реализуем наше обязательство защищать каждый дюйм территории НАТО. Это выполнение нашего обещания более чем 1 миллиарду граждан этого великого Альянса. Румыния сообщила об уничтожении фрагментов российского беспилотника, обнаруженных в районе села Ракелу на юго-востоке страны, недалеко от границы с Украиной. По данным Министерства обороны Румынии, найденные обломки остались после российской атаки на портовую инфраструктуру Украины, произошедшей в апреле. Для исключения возможной опасности их подорвали на месте в контролируемых условиях. Румыния, являющаяся членом НАТО и Европейского Союза, имеет протяженную границу с Украиной. По информации румынского оборонного ведомства, с начала года российские беспилотники 15 раз нарушали воздушное пространство страны. В мае один из дронов упал на жилой дом, в результате чего 2 человека получили ранения. Военно-морские силы стран НАТО провели совместные учения у побережья американского штата Северная Каролина. В маневрах приняли участие корабли и военнослужащие из Норвегии, Великобритании, Канады, США и других государств Альянса. По сценарию учений экипажи отрабатывали досмотр подозрительного судна, действия досмотровых групп и взаимодействие между союзниками на море.
Командование НАТО заявляет, что подобные тренировки необходимы для поддержания боевой готовности и повышения совместимости сил союзников. При этом учения проходят на фоне политических дискуссий в Вашингтоне о будущем роли США в Альянсе. Администрация Дональда Трампа пересматривает американское военное присутствие в Европе и неоднократно критиковала европейских союзников за недостаточные расходы на оборону. Несмотря на эти разногласия, военные эксперты отмечают, что практическое сотрудничество между вооруженными силами стран НАТО продолжается, а совместные учения проходят в штатном режиме. В Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поздравил Соединенные Штаты с 250-летием независимости. Он назвал Америку маяком свободы и заявил, что именно эти ценности остаются основой Североатлантического альянса. Америка — это воплощенная идея. Идея о том, что свобода имеет значение, что свобода стоит того, чтобы за нее бороться. Это идея и идеал, которые вдохновляют людей надеждой. Это идея и идеал, лежащие в основе Североатлантического альянса, которому я имею честь служить в качестве генерального секретаря. Именно на этом идеале основана наша трансатлантическая связь. И ее корни уходят очень глубоко. Мы объединились в НАТО в 1949 году вокруг этого идеала, когда мир восстанавливался после решающей борьбы с фашизмом, и когда впереди уже маячило новое фундаментальное противостояние с коммунизмом. Свобода победила, во многом благодаря лидерству вашей великой страны. Но мы понимали, что свобода хрупка. Мы согласились, что за нее стоит бороться. И понимали, что, объединившись, мы будем сильнее в этой борьбе. Именно на этом принципе было основано НАТО, объединившее тогда 12 государств ради общей цели. И это сработало. На протяжении долгих десятилетий холодной войны мы сохраняли единство, и вновь свобода победила. Пала Берлинская стена, опустился железный занавес. Многие из тех, кто по ту сторону боролся за свободу, нашли путь к двери, которую мы всегда держали открытой. Этот проект продолжил свое развитие, воплотив наш общий идеал уже для всех 32 государств, которые сегодня входят в состав НАТО. Сегодня мы стоим плечом к плечу, объединенные той же непоколебимой преданностью свободе, которую мы сегодня празднуем. Свобода имеет значение. Свобода стоит того, чтобы за нее бороться. Владимир Путин простился с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым. Церемония прощания состоялась в Центральной клинической больнице в Москве. Путин возложил букет красных роз, перекрестился, почтил память покойного и выразил соболезнования его родственникам. Сергей Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. Иванов входил в число наиболее влиятельных российских государственных деятелей начала 2000-х годов. Выходец из советских спецслужб, он долгие годы работал вместе с Владимиром Путиным, сначала в органах государственной безопасности, а затем занимал ключевые посты в российском руководстве. В 2001 году Иванов возглавил Министерство обороны России, став первым гражданским министром обороны в современной истории страны. Позже занимал должности заместителя председателя правительства и руководителя администрации президента. В середине 2000-х годов его называли одним из возможных преемников Владимира Путина на посту главы государства. Однако в 2008 году президентом России стал Дмитрий Медведев. В последние годы Сергей Иванов занимал должность специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. В аннексированном Крыму продолжается топливный кризис. Назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время значительного увеличения поставок топлива не ожидается, а жителей призвал набраться терпения. По его словам, власти будут ежедневно информировать население о ситуации. Проблемы с обеспечением бензином на полуострове продолжаются уже несколько недель. Ранее российские власти вводили ограничения на продажу топлива, отпускали его по талонам, а в отдельные периоды полностью прекращали реализацию бензина для населения, оставив поставки только для экстренных и государственных служб. На автозаправках фиксировались длинные очереди и рост цен. Уважаемые крымчане, ситуация с кризисом топлива продолжается. Прошу набраться терпения. Больших объемов топлива в ближайшее время в продаже не будет. Но информирование министра топливной энергетики будет осуществлять ежедневно. Что касается основных запросов, которые на сегодняшний день поступают от крымчан, это несправедливое распределение электроэнергии. Сегодня прошло рабочее совещание с участием всех депутатов, ресурсников, всех глав администрации по всем без исключения муниципальным образованиям. Основная задача сегодня до конца дня постараться, имея в виду технические возможности, пока же без исключения ситуации, наладить справедливое распределение электроэнергии.
Здесь, к сожалению, то есть как бы играли в том числе и факторы. Это противодействие противника по определенным вещам, то есть как бы состояние отдельных подстанций. Потоки раскаленной лавы вновь сошли по склонам вулкана Этна на итальянском острове Сицилия. Ночью огненные реки окрасили небо над крупнейшим действующим вулканом Европы в ярко-красный цвет. По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, лава выходит из нового эруптивного жерла, расположенного на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Власти отмечают, что нынешняя активность носит эффузивный характер. Вулкан изливает лаву без мощных взрывов. По информации Департамента гражданской защиты Италии, для Этны подобные эпизоды являются типичными и сопровождаются потоками лавы и выбросами вулканического пепла. Король Великобритании Чарльз III принял участие в традиционной церемонии ключей, которая ежегодно проходит во дворце Холлируд-хаус, официальной шотландской резиденции британского монарха в Эдинбурге. В ходе церемонии лорд-провост Эдинбурга Роберт Олдридж торжественно вручил королю символические ключи от города. Согласно многовековой традиции, монарх принимает их, а затем возвращает городским властям, доверяя им дальнейшее хранение. Перед началом церемонии Чарльз III принял воинские почести, прослушал государственный гимн и осмотрел почетный караул. Церемония ключей знаменует начало традиционной недели Холлируда, ежегодного пребывания британского монарха в Шотландии. Позже, во вторник, король Чарльз III и королева Камилла должны провести садовый прием на территории дворца. В Дании археологи обнаружили одно из крупнейших известных поселений эпохи викингов, которое, по их мнению, специализировалось на производстве тканей. Раскопки уже 10 месяцев ведутся недалеко от города Орхус. Исследователи нашли десятки так называемых полуземлянок, заглубленных построек, которые в эпоху викингов использовались как мастерские. Здесь же обнаружены грузики для ткацких станков, прялог, а также следы обработки льна, что указывает на масштабное текстильное производство. Среди находок серебряные монеты, фрагменты драгоценных металлов и стеклянные бусы. По словам археологов, эти артефакты свидетельствуют, что поселение было включено в торговые сети своего времени и поддерживало связь с крупным центром эпохи викингов, городом Орос, на месте которого сегодня находится Орхус. По оценкам ученых, в период своего расцвета поселение занимало около 100 000 квадратных метров, что значительно превышает размеры большинства известных поселений того времени.